Привет, друзья! С вами Лада. В этом видео предлагаю сплести вот такие интересные подставки из наших любимых газетных или бумажных трубочек. Если вам тема интересна, то присоединяйтесь к процессу. Подставки буду плести из газетных или бумажных трубочек. Эти трубочки я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги, крашу их и специальным образом обрабатываю. В своих отдельных видео я показываю все эти процессы полностью. Ссылки в описании. И еще понадобится флористическая проволока диаметром чуть меньше спицы, на которую вы крутили трубочки. Далее в одну трубочку я вставляю проволоку, и эту трубочку с проволокой я наращиваю с другой трубочкой без проволоки. У меня получилась длинная трубочка, и теперь из нее я делаю основу для будущей подставки. Сначала я из той части трубочки, где у нас проволока, формирую круг, а потом другой половиной этой трубочки, где без проволоки, я вот таким образом обвиваю, как на видео. И концы этих трубочек я соединяю воедино, как при наращивании. Вот такая основа получилась, здесь показываю места наращивания, они потом у нас спрячутся. И сейчас перехожу к основному плетению. Конструкцию я выстраиваю на мате для резки, чтобы было удобнее плести. Здесь сначала укладываю основу для будущей подставки и затем вот таким образом, как на видео, выстраиваю будущие стойки. Это обычные трубочки бумажные, закрепляю их малярным скотчем. Здесь у меня получаются эти стойки двойные для прочности. Расстояние между ними где-то 2-2,5 сантиметра. Здесь, конечно, все зависит от размера вашей подставки. У меня подставки небольшие, поэтому здесь гармонично все смотрится. Конструкция готова к дальнейшему оплетанию. Здесь я начинаю работу с середины, чтобы было удобнее. И, как я уже сказала, у меня подставка небольшого размера, поэтому одной длины трубочки мне достаточно много. И я разрезаю все трубочки для работы пополам. И начинаю оплетать всю эту конструкцию. Здесь получается у меня по уму 4 стойки. То есть вот эта основа для будущей подставки, она тоже превращается в боковые стойки. Беру половину трубочки и вот таким образом продеваю ее через стойки по принципу ситцевого плетения. Но каждый раз я беру новую трубочку и в шахматном порядке ее укладываю вот через эту конструкцию. Скажем так, в видео я этот процесс подробнее показала, чем на словах тут объясняю. Я не знаю, можно ли назвать это вообще плетением, но тем не менее, это разновидность, так сказать, плетения. Здесь, когда я уже подхожу к краю оплетаемой вот этой основы, я сдвигаю серединные стойки друг к дружке к центру. Получается, что они немножечко начинают сужаться. Постепенно моя задача, чтобы они соединились вместе там, где уже конец вот этой основы будет. Как только стоечки серединные у меня соединились, там уже очень маленькое расстояние получилось, ну, может, влезет 1-2 рабочих трубочки, но пока я не доплетаю это место. Я переворачиваю подставку, переворачиваю конструкцию, закрепляю малярным скотчем и оплетаю, то есть выкладываю рабочие трубочки вот таким переплетением уже с другой стороны. И точно так же я вот эти серединные стойки к концу плетения немножечко сдвигаю друг к другу, чтобы они встретились. Да, здесь хочу отметить один нюанс про сами трубочки для такого плетения. На мой взгляд, трубочки должны быть плотные, накручены хотя бы на спицу 1,2 мм, ну или 1 мм в идеале. И ширину полоски лучше взять большую, 9-10 см. Такие трубочки получаются плотные, и для подобного плетения они идеально подходят. Ведь таким образом можно сплести не только небольшие подставки, но и тот же самый поднос. Кстати, совсем скоро мы со спонсорами YouTube канала «Любимое дело» будем плести поднос подобным плетением. И для подноса мы как раз будем брать очень плотные трубочки, чтобы вся конструкция была достаточно прочной. Здесь я уже практически сплела эту подставочку, и в конце, вот где у нас оставалось место, я его заполняю рабочими трубочками дополнительными, тут буквально 2 трубочки влезут. Следующий момент: я закрепляю центральные стойки отдельной трубочкой, таким образом, как на видео, чтобы вся эта конструкция не развалилась.
то же самое проделываю и с противоположной стороны. Сейчас я немного приминаю всю эту конструкцию, всю эту подставочку, чтобы у нас рабочие трубочки по краям не сильно выдавались наверх, то есть немножечко они были прижаты друг к другу, к основанию подставки. И самый любимый момент — обрезаю все лишнее. Но вот эти серединные стойки я обрезаю, оставляю буквально 1,5-2 сантиметра. А вы, конечно, уже смотрите сами, кому-то нравится оставить достаточно длинные концы. Ну и сами рабочие трубочки я обрезаю таким образом, как на видео, ориентируясь на ту основу у подставки, которую мы изначально плели с вами. Она у меня круглой формы, и, соответственно, я обрезаю вот по кругу. Кстати, возможно, эти подставочки у вас могут получиться и овальной формы. Здесь, как говорится, на вкус и цвет можно поэкспериментировать с разными формами. И вот такие подставочки получились. Срезы концов трубочек можно замаскировать, закрасив той краской, в которую вы красили трубочки. А можно их оставить как есть. Мне больше понравился второй вариант. Саму идею таких подставочек я взяла на Pinterest у лозоплетельщиков. И я очень надеюсь, что вам эта идея и вам это видео понравились. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение, и смотрите другие интересные видео-мастер-классы по плетению из газетных трубочек. Желаю вам легкого плетения, вдохновения, и увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!